Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 28 января, сегодня воскресенье. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно тяжелый день по своей энергетике, поэтому обязательно проведите одну простую практику. Возьмите буквально щепотку соли, скажите определенные слова и бросьте в воду. Это поможет вам защититься от любого зла, негатива, а также злых посылов, которые могут отправлять в ваш адрес сегодня ваши недоброжелатели. Теперь давайте поговорим для начала о лунном календаре, чтобы понимать о том, что же нас с вами ждет в этот день, 28 января. Итак, сегодня у нас с вами 28 января. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая луна. Луна в знаке зодиака Дева, а также 17 сегодня у нас с вами и 18 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что энергетика этого дня сочетает в себе, знаете, такую вот напряженность, сильную достаточно эмоциональность. И в то же время, если вы сегодня поставите себе правильные цели, задачи, то вы сможете это всего добиться. У одних людей сегодня будет энергетический подъем, люди будут думать о том, что как они легко могут преодолеть те или иные преграды, могут достичь значимых результатов. Для других этот день будет тяжелый. Люди не будут знать, что делать, как делать, будут появляться какие-то проблемы, люди будут узнавать какую-то не очень хорошую информацию, возможно, о себе, о своих близких, о своих родных. И все это в совокупности будет тянуть вот негативной энергии. Поэтому ваша задача в первую очередь быть бдительными, быть осторожными, обращать внимание на свое окружение, понимать о том, для чего они это говорят, что они делают. Кроме того, если вам сегодня рассказывают какие-то истории, не вдавайтесь в подробности, не развивайте эту тему. Это вам ни к чему, потому что в один момент это может привести к не очень хорошим последствиям именно для вас. Кроме того, люди сегодня могут быть эмоционально напряжены очень сильно, и, соответственно, это все будет побуждать каким-то необдуманным поступкам. Также обращаем ваше внимание, сегодня возможны конфликты, и это конфликты могут быть связаны как с работой, так и в межличностных отношениях. Поэтому сегодня будьте осторожны, предельно осторожны, берегите свои эмоции и стремитесь к дипломатии. Да, к этому нужно учиться, но знайте о том, что каждый из нас может в любой момент встать на путь истины и начать учиться и развиваться. Также сегодня обращаем ваше внимание, убывающая луна в знаке зодиака Дева, а Дева нас призывает обратить внимание на детали в нашей жизни и на порядок. Поэтому сегодня ваша задача постараться навести порядок во всем, в чем только можно. Это может касаться и дома, это может быть касаться вашей сумки, это может касаться ваших документов. У каждого это будет свое, но вы должны понимать, что именно нужно обращать внимание на детали. То есть вы можете делать что-либо сегодня глобально, но именно в деталях будет и скрываться вот то, на что вам стоит обязательно обратить внимание. Кроме того, Луна в знаке зодиака Дева побуждает нас к самоконтролю, к анализу, поэтому сегодня хороший день для планирования. При этом планирование не только, как многие думают, именно с работы, своего бизнеса, но и своей личной жизни, своих каких-то планов и так далее. Кроме того, сегодня вы должны использовать свои навыки, свои таланты, стараться на полную мощность. И тогда для некоторых людей этот день будет и продуктивным, и эффективным. Кроме того, не стремитесь сегодня принимать какие-то важные решения в своей жизни. Даже если вам навязывают и говорят о том, что это для вас будет легко, что вы будете вкладывать деньги или инвестировать, и у вас все будет получаться, не спешите, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, сегодня, ввиду того, что некоторые люди завидуют вам, то могут возникать препятствия. При этом это могут быть препятствия в разных уровнях и по-разному восприниматься. Поэтому ваша задача
не игнорировать вот любой негатив. Вот вам что-то говорят, какие-то сплетни, улыбнитесь, хорошо, идите дальше, двигайтесь, занимайтесь своими делами. Никому не разрешайте, чтобы вас кто-либо останавливал. Также будьте сегодня сфокусированы на тех задачах, которые вы для себя поставите. Кроме того, сегодня хорошо заниматься развитием своей интуиции, заниматься эмоциями. То есть, например, почему вас раздражает, например, тот или иной человек, почему вы недовольны собой, или, например, вам может что-то не нравится в жизни, например, коллега, да, или вам ваш начальник не нравится. Вы должны понимать, что в первую очередь он не нравится потому, что он не нравится как человек, а потому что именно вас это есть, вы это интуитивно чувствуете, но не можете себе объяснить. Ваша задача в сегодняшний день постараться открыть глаза. Иногда это бывает очень сложным. Почему? Потому что люди не хотят видеть свои недостатки. Вы сами знаете об этом, что каждый человек считает, что он уникален и он идеален. Но, вы знаете, все мы пришли в этот мир, в материальный мир, учиться, развиваться и стараться быть самодостаточным. Ну, идеальный человек, знаете, мы все стремимся к этому, но мы пришли, каждый имеет свой уровень развития, понимания тех или иных ситуаций, навыки и так далее, и так далее. Поэтому обратите внимание, даже когда близнецы рождаются, все равно, хоть они могут быть и лицом, телом похожи, но именно люди по-разному видят, смотрят и так далее, и так далее. Поэтому обращайте на это особое внимание. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что сегодня у нас понижается энергетический уровень, и это очень сильно влияет на наше здоровье. Помните о том, что бывающая Луна, да еще в знаке зодиака Дева. Поэтому сегодня обращайте внимание на свое питание, на как вы питаетесь, чем вы питаетесь. Очень важно, чтобы сегодня была легкая и усваиваемая, вот легко усваиваемая пища. И вот именно она поможет вам нормализовать те или иные обменные процессы в вашем теле. Как вы знаете, у нас с вами Дева – это знак Земли, поэтому сегодня благоприятно принимать именно растительную пищу. Также обращаем ваше внимание, сегодня очень важно заниматься укреплением своего иммунитета. Не только таблеточками, но и также подумайте о том, что побольше съесть овощей, фруктов. Занимайтесь очищением своей кожи, делайте массажи. Обратите внимание сегодня на свои волосы, потому что сегодня уход за волосами, он будет достаточно эффективен. Также занимайтесь сегодня лечебными процедурами, профилактическими процедурами, и это все достаточно в этот день будет хорошо отражаться на вас. Также сегодня хорошо заниматься спортом, но обращаю ваше внимание, если вы ранее этим не занимались, и сегодня в этот день вы решили, все, начнем прямо сейчас, побьем все рекорды, то этого стоит не нужно делать. Каждый день по чуть-чуть, это правильно. Также постарайтесь сегодня выбрать вот полегче виды физической активности. Ну, например, прогулки на свежем воздухе. Для кого-то это могут быть танцы, йога, пилатес. То есть у каждого это будет свое, но вы должны внутренне чувствовать, что это действительно вам нужно. Далее, друзья, поговорим о лунном календаре денег. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день очень благоприятен именно для финансового планирования. Сегодня день благоприятен для анализа и также управления деньгами. Почему? Дело в том, что сегодня очень важно избавляться не только от нежелательных вещей, потому что они влияют энергетически на те процессы, которые происходят в нашей жизни, но и также постараться спланировать то, что вам нужно купить в ближайшее время. И подумайте о том, насколько это вам нужно и важно. Желательно, чтобы вы сегодня проанализировали, на что вы тратите деньги, как вы тратите деньги. Возможно, вам нужно подумать о том, чтобы начать экономить. Но не имеем в виду, что прямо экономить жестко, нет. Возможно, например, вы любите
раз в месяц покупать то, что вам вообще не нужно, и, знаете, вы покупаете, потому что это акция, это распродажи, принося домой, вы понимаете, что это не ваше, или вам не с чем одеть. Также сегодня очень важно, чтобы вы обращали внимание на свое окружение, особенно на тех людей, которых вы мало знаете или вообще не знаете, потому что люди сегодня легко входят в доверие, и это просто на все могут оказаться мошенники, которые стараются навязать вам какие-то услуги, какие-то сомнительные сделки или какие-то рискованные операции. Поэтому держите сегодня кошелек при себе, сумку в том числе. Обращаем на это ваше особое внимание. Также подумайте сегодня о том, чем вы можете себя порадовать и свою семью. Например, приготовить вкусный обед или ужин. Возможно, это будет какой-то себе подарок. Очень важно, чтобы вы себя баловали, потому что когда вы балуете, возможно, иногда вы вдохновляетесь на какие-то моменты в своей жизни, и это привносит что-то и новое в вашу жизнь. Теперь давайте поговорим о карте Таро на сегодняшний день, 28 января. Вы знаете, сегодня у нас воскресенье, и мы решили выбрать только одну карту и посмотреть, что же нас сегодня ждет. И вы знаете, выпала достаточно удачная карта, это колесница. Вы знаете, да, что колесница, она символизирует у нас с вами движение, прогресс, перемены. И эта карта говорит нам о возможностях достижения поставленных целей и в успехе на предстоящей неделе. Поэтому очень важно, чтобы вы были уверены в себе, в тех задачах, в тех целях, чего вы хотите добиться, и были решительны. Если вы будете чувствовать, видеть мотивацию двигаться вперед, и тогда вы действительно сможете преодолеть любые преграды. Будьте активны, планируйте на эту неделю то, что вы желаете, то, что вы хотите. Также обращаем ваше внимание, что у нас в среду заканчивается первый месяц 2024 года, поэтому было бы здорово, если вы бы подвели итоги первого месяца, это начиная от доходной части, заканчивая вашими хотелками, ну и, конечно, подумали о том, что вам бы в этом 2024 году хотелось бы реализовать, сделать, попробовать. Очень важно это все прописывать. Когда вы прописываете, когда вы проговариваете, вы быстрее к этому приходите, потому что у вас открывается возможность, и Вселенная вам обязательно помогает. Кроме того, у некоторых людей сегодня будут определенные ситуации, которые будут заставлять вас принимать решения, и поэтому вам нужна быстрая реакция. Поэтому будьте готовы к неожиданным ситуациям и остерегайтесь тех людей, которые могут вводить вас где-то в заблуждение или будут ставить палки в колеса. Вы таких людей сразу почувствуете, вы увидите, но в любом случае будьте осторожны. Давайте теперь еще поговорим о совете от Архангела Михаила на этот день, 28 января. Итак, вы знаете, этот день будет у нас с вами полон силы и решимости. И очень важно, чтобы вы сегодня обратились к своему внутреннему «я». Именно ваше внутреннее «я», мудрость, интуиция помогут вам услышать знаки и подсказки от Вселенной. Поэтому постарайтесь в этот день уделить внимание себе. Отключитесь вот от того шума, который идет извне, и постарайтесь насладиться моментом. Подумайте о том, что бы вам хотелось, как бы вам хотелось что-то реализовать, сделать, добиться. Не забывайте сегодня и о прогулках на свежем воздухе или просто проведите время в одиночестве, в тишине, без телефона, без компьютера, без телевизора, потому что когда вы находитесь в состоянии покоя с самим собой, вы тем самым можете заглянуть к себе, в свое сердце и почувствовать, на каком этапе вы находитесь, где же та гармония. Кроме того, старайтесь сегодня быть открытыми к новым возможностям, потому что, и мы еще раз повторимся, сегодняшний день приносит неожиданные события, ситуации, которые помогут вам открыть себя и понять, что вам действительно важно и нужно.
Кроме того, друзья, как мы вам сказали, сегодня достаточно все-таки энергетически тяжелый день, поэтому обязательно в этот день проведите одну простую практику. Эту практику вы сегодня можете делать в любое время, утром, в обед или вечером. Если вы на работе, проведите и на работе эту практику, и дома. Итак, что мы делаем? Берем щепоточку соли и говорим следующие слова. Зло с себя снимаю, защиту восстанавливаю. Соль весь негатив снимает, меня чистым оставляет. И после этого бросьте вот эту щепоточку солью в канализацию и смойте обязательно, чтобы вода этот негатив смыла. И после этого идите по своим делам, и вы увидите, как вам станет намного легче. Только проводите, пожалуйста, эту практику в хорошем настроении. Это, друзья, очень важно. Друзья, вот такой у нас сегодня день, воскресенье, 28 января, последнее воскресенье января. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь». Давайте вместе с вами будем прорабатывать, прописывать эти волшебные слова. Также, кто спрашивал, как нас можно поддержать, отправить нам донат, благотворительность. Друзья, ссылка есть в описании, такие называется. Благодарность вы можете отправить по ссылке, нажимаете, любая сумма. Нам, друзья, будет очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.